Всем привет! В этом видео кратко расскажу, какие я использовал шкивы, что с ними пришлось сделать перед установкой и что получилось в итоге. Первый малый шкив будет установлен на двигатель, он у меня уже работал на токарном станке, был снят по причине, собственно того, что вы сейчас видите на экране. Поэтому для начала решил привести в порядок его геометрию. Отправной точкой выбрал единственную ровную поверхность, это посадочное отверстие. Поэтому подготовил специальные оправки и исправлял геометрию шкива уже в самих оправках. Далее обращаемся к валу головки, на который потребуется установить новый шкив, а также обращаем внимание на подшипник. Он открыт и явно не хватает закрывающей его крышки. Планируемый к установке шкив был приобретен на площадке Директлот. Диаметр его посадки превышает диаметр вала головки, поэтому заранее было решено осуществлять посадку через проставочную втулку. Устанавливать шкив придется малым шкивом вниз, так как иначе не позволяет посадочное место на валу головки. При этом придется укоротить длину ступицы шкива. К сожалению, во время записи данных видео возникли технические проблемы с микрофоном, точнее его неисправность, поэтому часть видео придется посмотреть под фоновую музыку. Данный шкив на момент покупки был абсолютно новым, явно без признаков его использования, но после неправильного хранения. В итоге оказалось, что этот шкив не только плохо выточен, но еще и имеет изъяны в литье. Далее использую пурток диаметром 40 мм, материал сталь 20 и вытачиваю переходную втулку. Втулка сразу точится под запрессовку.
под выступающую часть втулки сделано прослабление, а далее идет прессовая посадка. Только перед запрессовкой не забываю сделать шпоночный паз обычным напильником, точнее надфилем. А вот эта часть оказалась лишней, можно было ее не делать. Но стачивать я ее тоже не стал. Будет упор для ключа, который будет вставляться на вал. Далее выравниваю торец и слишком увлекаюсь процессом точения. В итоге в определенный момент нагрузка превышает допустимую. И чуть не происходит беда. Прошу обратить внимание, что на видео в большинстве случаев не показаны выставление деталей с помощью индикаторов, но поверьте на слово, их было много. Буду устанавливать головку на место. Для этого одной только силы рук уже все меньше начинает хватать, поэтому понадобится деревянный брусок, который я поставлю на стол. Потом уже на этот брусок упру головку и с помощью подъема стола буду ее поднимать. Это я организовал себе некую тренировку по установке головки с ее полным весом. В данный момент она еще не комплектная, но уже весит около 20 кг. Теперь остается только закрутить два фиксирующих винта М10. Ну и так как у меня еще ничего не выставлено и не заштифтовано, то придется еще и выполнить проверку плоскости. Убираем столовую подкладку, и головка, в общем-то, установлена, пока не затянута. Сейчас буду примерять ремень. У меня уже сделан, в общем-то, капитальный крепеж двигателя. Необходимо будет только сделать пазы в двутавре для натяжки ремня. А ремень вот таким образом я подобрал на глаз. Я даже сам удивился. Механизма натяжки ремня пока нет, но он стал прямо с нужным натягом. И это позволит мне пока поэкспериментировать. Ну и в данный момент я уже даже могу запустить двигатель. Двигатель подключен все так же по временной схеме. Пока еще не доделана проводка. Будет, скорее всего, переключатель, который позволит переключать верхний и нижний двигатель. И установлен он будет прямо в станок. Но этот переключатель еще в пути. Также шкив впоследствии я еще чуть опущу, где-то на 5 мм. И сверху добавится крышка подшипника с сальником. Ну а на данный момент мы имеем вот такую картину. Сейчас шпиндель крутился на оборотах больше 1000, а на двигателе было 65 Гц. При всем этом можно спокойно стоять и разговаривать рядом. Основной шум издает частотник, точнее его вентилятор. В общем, на данном этапе я всем доволен. Впереди еще очень много всякой мелочевки. И я думаю, что об этом уже вы узнаете в следующих сериях. Ну а на этом позвольте завершить текущее видео. Спасибо, что вы смотрите. До скорых встреч. До свидания. Уйти и оставить вас без видео о первой стружке. Как-то это не по фэншую, что ли.
что мне не нравится, как зажата фреза. Патроны я до сих пор так и не проверил. Патрон. А ведь именно из-за него на данный момент притормозились работы по головке. Патрон имеет угол 5 градусов вместо 8. Соответственно, цанга в него не ложится, она лишь упирается одним из краев. И вот тут как раз назревает проблема. Забегая вперед, скажу, что решение есть, буду пытаться его реализовать. Ну и похоже, что этот процесс будет весьма занимательным.